Друзья, сегодня мы с вами отправимся в один из самых романтичных городов Вьетнама, город Хойан. Он расположен недалеко от курорта Дананг, буквально в 30 минутах езды на мотобайке. Хойан не похож на другие города Вьетнама, и его также называют вьетнамской Венецией или Бали в одном флаконе. Что же в нем такого необычного? Присаживайтесь поудобнее, сейчас подробно все покажу. Друзья, еще прокатимся на традиционной лодочке по речке. Сегодня будет много всего интересного. Но начнем мы с не менее интересной достопримечательности, которая меня поразила. Мраморные горы в Дананге. Итак, друзья, сейчас я приехал на Мраморные горы. Сейчас будем смотреть одну из ключевых достопримечательностей под Данангом. В 7 километрах она находится, популярная. И здесь поднимаешься на самый верх и открываются, как вы думаете, что виды, похожие на Краби в Таиланде. Короче, сейчас будем изучать, смотреть. Здесь плюс внутри есть храмы. Несколько храмов, в пещерах находится. Короче, будет что-то сейчас интересное. Так, вход стоит 40 тысяч донгов. Тут, кстати, вдоль дороги много всяких сувениров типа из мрамора, но здесь уже давно не добывают ничего из мрамора. Говорят, что просто свозят сюда. Раньше когда-то здесь в этих пещерах добывали как раз мрамор, они там внутри мраморные, но уже много лет здесь не добывают мрамор. На территории есть несколько пагод, несколько храмов в пещерах, даже водопад, ничего себе, наверху есть. Ну, а главное, что здесь есть лифт, прикиньте, лифт, но им не особо рекомендуют пользоваться. Потому что ты пропускаешь кучу всяких смотровых площадок. Но для пожилых людей стоит найти лифт. Там у какого-то входа он есть. Лифтов не хватает в Таиланде. Ни одного лифта в Таиланде. Прикиньте, на Пи-Пи был бы лифт. Как бы было легко подниматься на лучшую смотровую площадку в мире. Так, на первом уровне нас встречают уже красивые пагоды. Здесь всякие с храмиками, с Буддами, с садами, с баньянами, со всякими. Красиво. Плюс здесь сейчас смотровая площадка, я уже вижу. Давай сейчас заглянем в саму пагоду, в сам храм. Сейчас посмотрим, как выглядит храм внутри. И здесь, кстати, находится один из самых древних храмов под Данангом. Необычно, не похоже на Таиланд. Здесь другой стиль, больше похоже на какую-то Японию, на Китай. Какой-то вот такой китайско-японский стиль. Всякие драконы здесь. И давайте, так, нужно снять ботинки перед входом в храм. Снимаем и смотрим, как там у нас внутри все выглядит. Такой здесь храм. Так, и по центру, соответственно, у нас Будда. Будда и Гуанинь. Гуанинь и Будда. Это богиня милосердия, а Будду все знают. Так, а сейчас давайте поднимемся на смотровую точку. Здесь смотровая площадка, с которой сейчас должен открыться красивый вид на речку. Здесь написано River Tower. В общем, такая башня здесь. Так, ну-ка, поднимаемся. Слушайте, я здесь реально хожу и дежавю. Ребят, сами напишите, на что похоже. Здесь скалы, здесь скалы. Причем вокруг, смотрите, поле, да? Вообще больше ничего нет. И здесь посреди вот этого поля 5 вот таких выросших скалы. Это мы, значит, получается, на какой? Там на 4-й находимся, где-то еще должна быть 5-я такая скала, всего 5 таких скал. И сами скажите, на что похоже. Я вам говорю, что это похоже очень сильно на Краби. Потому что там тоже вот такие карстовые скалы вылезают. Красота. Только там они не среди города, не среди дороги. А здесь, видите, дорога проходит, и вдруг повылезали такие красивые скалы. Мраморные горы в Дананге – это целая горная цепь из 5 известняковых и мраморных холмов, расположенных всего в 8 километрах от центра Дананга. В 2023 году мраморные горы были включены в список ЮНЕСКО. В горах находится множество пещер и гротов, в некоторых из них созданы храмы, которые использовались раньше как буддийские и индуистские святилища. Горы состоят из 5 холмов, образованных из мрамора, которые были когда-то островами. Каждый из холмов представляет один из элементов Вселенной и носит соответствующее название: вода, дерево, огонь, металл и земля. Так, здесь где-то подъем уже в храм. И слушайте, мне вот эти места напоминают даже Ангкор-Ват, когда переплетаются корни где-то среди
ворот каких-то. Слушайте, ну, блин, виды крутые. Вау. Это где-то здесь должна быть уже сейчас пещера с храмом. Так, надо искать. Слушайте, много локаций. Здесь можно ходить туда, и пойдешь, там какая-то смотровая, там какая-то пещера, там какой-то храм. Короче, очень много здесь локаций и мест, куда можно сходить. Так, ну что там, внутри у нас находится храм. Так, давайте поднимемся. Прикиньте, вон в пещере. То есть вокруг все это вот так вот выглядит. И ты пробираешься внутрь пещеры, и там будет сейчас храм. Что-то необычное. Вау, ничего себе. Слушайте, это интересно. Интересно, блин, ребята. Нереально какие-то необычные такие. Ого. Там, и прикиньте, заходишь внутрь, а там храмик. Так, ну здесь совсем небольшой. Будет следующий еще больше, я знаю. Здесь есть большой прям супер храм. Это какой-то маленький. И прикиньте, еще дальше можно пройти. Наверное, там внутри. Там уже внутри. Еще. Вот как раз будет сейчас большой зал, судя по всему. А там, блин, навернуться легко. Смотрите, как в кроссовках лучше сюда, конечно, идти, а не в шлепках. Офигеть. Вот это да, как в храм надо карабкаться, прикиньте. Так, ну, эти люди молодцы, они в ботинках, я-то в шлепках. Так, главное не навернуться здесь. Че бы, трос бы хотя бы какой-нибудь натянули, ёперный театр. Как здесь подниматься-то? Ребята, да. Но там я вижу красиво. Оп, здесь нас ждут, пропускаем. Ничего себе, какая здесь. Здесь не храм, здесь просто фотолокация такая необычная. Так, и, блин, или еще дальше можно идти? Офигеть. Ого, над нами, смотрите, как красиво пробивается свет. Летучие мыши летают. Внутри там вход. Вот это приключение. Офигеть. И плюс еще дальше туда можно пройти. Слушайте, вот это я не ожидал. Вот это я заехал. Вот это достопримечательность так топовая. Ну, тут, конечно, пипец, такие узкие проходы. Я даже не знаю, я пролезу там. Винни, я пролезу вообще. Ну, чтобы вы понимали, как это все выглядит. Просто в такие узкие щели нужно пролезать. Тетку здесь, наверное, минут 10 вытаскивали. Застряла. Пипец. Лучше просто обратно вернуться, мне кажется. Хотя, может быть, здесь какая-то супер смотровая сейчас будет. Пойдемте. Так, ну что, оказывается, единственный путь на эту смотровую был как раз через эту пещеру. Других путей сюда нет. Сложная смотровая. Но это самая высокая точка. Так, ну-ка, с вами выходим. Блин, здесь скользко, конечно, пипец, в шлепках сюда. Вот эти камни все скользят, прикиньте. Вот это вот все у меня едет, плавает, как будто мылом намазано. Все такое скользкое. Так, все, проходим туда немножечко вперед. И открывается вид на море. С самого верха. Это самый пик, по сути, этой горы. Ну вот, ну и здесь у нас с вами, шикарнейшие виды открываются. И море, и горы, и зелено, и красота. Слушайте, супер. Супер локация за $1, ребят. Вьетнам удивляет, Вьетнам радует. Не, красота вообще шикарная. Так, ну а сейчас пойдемте с вами смотреть самый главный храм в пещере в этом районе. Проходим. Здесь сначала маленький такой небольшой какой-то алтарь, да, и внутрь туда проходишь, и там сейчас откроется такая громадина. Так, ну что у нас здесь начинается главная зона храма. Это вообще что-то с чем-то. Посмотрите, как это все выглядит. Главное, как играет свет. Прикиньте, сверху, получается, пробиваются лучи солнца. Обалдеть, как это выглядит. Слушайте, очень мощно. Очень даже 2 луча солнца пробиваются сверху. Обалденно. Ну, посмотрите, какое естественное освещение внутри храма. Просто что-то с чем-то. Так, ну-ка, давайте с вами пройдем прям в прямом эфире, вместе с вами спускаемся в эту всю красоту. Знаете, мы были с вами в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Там вот чем-то похожий храм есть. Но, блин, это вообще прям что-то... Вот этот цвет прям прикольно, что мы попали в солнечную, видите, погоду. Солнце пробивается сквозь крышу. Сейчас 12 часов дня. И выглядит все невероятно красиво. И вон Будда впереди, там Будда в таких лучах солнца. Это прям вообще вау, ребята, как вам такая атмосфера? Обалденно.
Друзья, я бы сказал, что это один из самых атмосферных храмов в мире, в которых я был. Прям что-то с чем-то. Особенно с этими лучами солнца. Что-то невероятное. Так, давайте с вами пройдем. Здесь алтарь какой-то есть тоже молится. Смотрите, мхом покрытые стены. Это север, значит, да, по-моему, на севере растет мох. Так, здесь у нас вот так это все. Ну, слушайте, обалденно. Ребята, вау, по-моему, да? И здесь все сидят, молятся Будде. Будда на таком пьедестале находится. Короче, храм, вау, просто обалденно. Да, друзья, думаю, что только ради одной этой пещеры стоит посетить вот эту достопримечательность. Прям вау, прям просто космос. Вау, ребята, пишите в комментариях, как вам такие виды. Я до сих пор под впечатлением. Я думал, что это водопад, а это как раз эта пещера. Это сквозь крышу прям пробивается свет, выглядит как водопад. Называется пещера, кстати, Хуен Конг Кейв. Запомните, вон туда всем надо идти. Вон она даже, все спрашивают, куда надо идти. Куда надо идти? Хуен Конг идите. Вот он, Хуен Конг Кейв. Туда, самая большая пещера именно там. Друзья, ну что, мы с вами сейчас поедем уже дальше. Я хочу сказать, ну, классная локация. Находится недалеко, стоит недорого. Эмоций куча просто обалденная. И храмы, и пещеры, и все. Здесь больше часа бродил, так что однозначно сюда рекомендую приехать. Вот, ну, а мы с вами едем дальше. Так, друзья, ну а сейчас мы с вами приехали на популярную экскурсию, на популярное развлечение, скажем так, катание на лодочках под Хоянем. Здесь, собственно, речка такая протекает, по которой вон катаются все на лодочках, на таких традиционных кокосовых, коконат-боут называется, вьетнамская лодочка. Сейчас будем на такой же кататься. Сейчас спускаемся, и вот такая у меня приватная целая лодка, называется Coconut Boat. Так, hello, синчао. Синчао, синчао. Так, хопа, залезаем сюда, садимся, окей? О, так бабуля даже у меня, ничего себе. Я думал, мужичок будет водить, а у меня бабуля драйвер, нифига себе. Так, офигеть. Бабуля, у бабули сил-то хватит вообще меня увезти. Так, ну погнали. Здесь сейчас будет супер аттракцион такой. Здесь куча этих контор. Я не знаю, ехал, каждый зазывает, каждый садись ко мне, каждый садись ко мне. Вот оно, в общем, вот так. О, по-моему, можно еще шляпу надеть национальную. Вот, точно. Так что плывем в национальной шапочке. Слушайте, вот это колорит, ребят. Вон, вокруг проплывают. Они сейчас, наверное, там будут крутиться, брызгаться. Традиционные лодки Вьетнама – это коконат-боут. На вьетнамском языке они называются тхунг-чай, что в переводе означает «корзина для ловли рыбы». Появление таких лодок связано с периодом французской колонизации Вьетнама в 19 веке. Колонизаторы ввели налог на местных рыбаков за каждую лодку, при этом составили точное описание ее внешнего вида – 2 борта, корма, нос и так далее. Но рыбаки нашли способ обойти это требование и начали строить круглые лодки, которые не соответствовали описанию и таким образом избегали налогов. Традиционно тхунг-чай плетут из молодых бамбуковых прутьев, а затем промасливают и сушат на солнце. Так, ну а у нас здесь начинается шоу, развлечение. Вот она как раз и Gangnam Style заиграла. Сейчас будут танцы, выкрутасы на лодочке.
Так, ну а мы с вами идем на аттракцион кататься на лодочку. Опа! Вон там уже кого-то крутят. Так, ну-ка, погнали. Ага. Итак, ребята, погнали! Поехали! Опа, Gangnam Style! Оп, оп. Чтобы вы понимали, голова после этого аттракциона вот так вот просто ходит. Просто, короче, огонь. Слушайте, оно стоит 100 тысяч донгов. Почти как поездка на лодочке. Все, погнали. Супер. Да, ну что, накатались здесь, накрутились. У меня голова просто кругом, веселуха. Ну, блин, буквально минута. Минуту тебя вот так вот кружат. Все, и мы поехали уже дальше. Туда, опять же, какие-то заросли. Слушайте, ну, прикольно. Слушайте, ну, бабуля меня еще и нафотографировала. Вы, как всегда, подписывайтесь на Телеграм, в первую очередь, на Инстаграм. Там фоточки будут выходить в реальном времени. Так что здесь плывем по таким джунглям, заросли. Бабуля старается, ее надо будет это отблагодарить. Вот, в целом, поездка-то стоит, сколько там, 130 тысяч донгов. Короче, $5, ребята. Поездка $5. Атмосферно, 45 минут катают по такой красоте. Слушайте, вау, очень красиво и атмосферно, главное. Смотрите, вот эта бабуля, конечно. Блин, лучше был бы дедуля, наверное. Бабулю жалко. Че бабулю эксплуатирует таким трудом. О, ну. Так, а бабуля нас здесь развлекает. Оу, секси леди. Оп, оп. Опа, Gangnam Style! О, бабуля. То есть, ну, видите, у бабули основной контингент, видимо, клиенты это корейцы, а она для них выучила песенку. Оле, оле, оле! Россия вперед! Да-да-да! Опа, Gangnam Style! Огонь! Слушайте, здесь вон всякие фотозоны, можно пофотографироваться. Так, бабуля меня тоже решила покружить. Кружимся, кружимся, кружимся. А Gangnam Style! Опа! Так, кстати, обратите внимание, что гребут всего лишь одним веслом. Все одним веслом управляют, не двумя, а одним. И ловко управляют. Все, смотрите, и быстро он кто-то там плывет, и крутится, и вертится. Короче, супер-мега универсальная лодочка такая. Да, ну еду я, в общем, по Хойяну, и у меня было ощущение такое, что как будто по улочкам Бали, как будто где-то ты в Убуде едешь, что-то такое. Ну, а сворачиваешь какие-то там вообще переулки, то есть здесь вообще реально балишная история такая появляется. Здесь растет рис, поля рисовые, здесь рис, там рис. Короче, рисовые такие луга и плантации. И все это еще больше стало напоминать какую-то балишную историю. Вот, так что здесь припарковался. Смотрите, какая красота. Колосится рис. Здесь не рисовые террасы, видите, а здесь такие рисовые поля, затопленные. Вон там целая лужа под ними. Там все это в водичке растет. И те, кто не знает, как растет рис, вот они, колоски риса прямо у нас здесь перед глазами.
Так, ну а я тут присел в рисовых полях, просто в прикольной кафешечке. Супер классно выглядит. Рейтинг какой-то, что-то 4,4 у нее, не сказать, что вау. Сейчас будем смотреть. Но где она расположена и как она выглядит, очень прикольно. Смотрите, какие здесь даже птички в виде декорации есть. Тоже здесь птичка. Все в таком каком-то красивом саду. Необычная атмосфера. Ну а главное, что кафешка находится посреди рисового поля. Вот она там 2 этажа у нее. Видимо, она только недавно открылась. Вот совсем такая новенькая, на стиле. Музычка играет. Здесь можно выйти, ну, подняться и на 2-й этаж. Можно здесь присесть, а можно спуститься вниз прямо к рисовым полям. Вы посмотрите, красота какая. Ну, реально, не Бали ли вам? Честно говоря, вот прям очень сильно мне это все напоминает балийский вайб. Когда там завтраки проходили в рисовых полях. Прям, слушайте, видите, можно даже прогуляться вдоль. Ты идешь здесь за столиком, ты присаживаешься. На завтраки тоже здесь, наверное, шикарно приезжать. Поэтому, мне кажется, Хойян вообще чисто такой закос под балишную историю. Кому нравится вайб Бали, наверное, понравится и здесь. И ты смотри, прям спуска, блин, класс, и пофотографироваться. И кафешечка, смотрите, какая аутентичная такая, и деревянная вся, обалденная. Ты выходишь прямо в рисовое поле, и в рисовом поле можно пофоткаться. Опять же, вот как выглядит рис. Кто не знал, колоски похожи на пшеницу, там, да, на рожь. Я не знаю, что это как растет. Вот примерно плюс-минус, как наша пшеница растет. То есть, ну, обычно рис должен же каскадами идти, а здесь именно такие поля. Так что место и локация классная. Так, ну у меня набор вот такой на обед получился. Не знаю, как это называется. Что-то с курицей, рис, что-то здесь еще, рулетики какие-то, какой-то суп и плюс сок. Это, в общем, вот это комбо. Все стоит 165 тысяч донгов. Можно всякие там спагетти, бургеры. Но опять же, знаете, типа закос такой под балишную вот историю. Всякие салатики там здоровые, какие-то там смузи-бол и еще что-то вот типа в кокосе какая-то интересная, кстати, штука была. Можно было ее взять. Но она почти 200 тысяч стоит донгов. Бургеры стоят 130 тысяч донгов. В среднем блюдо 130, 140. Ну, то есть примерно 5-6 долларов за блюдо. Но главное здесь, разумеется, это виды. Виды, ребята, огонь. Так, ну погнали, задегустируем, что это у нас за... здесь лапша еще. Лапша с курицей еще. То есть здесь, получается, в листьях это замотано кусочки курицы. Здесь у нас рис. Так, ну, наверное, это все макаем вот сюда. Соевый соус. Чили, разумеется, макаем сразу в чили. Первым. Какой соевый соус? В первую очередь макаем в чили. Так, ну и погнали. С листочками неплохо. Но, скажу так, рис они не умеют готовить. Он не такой вкусный, как в Таиланде. Сколько я пробую рис во Вьетнаме, не умеют они его делать. На Шри-Ланке вкусный рис делают, там в Индии вкусный рис. Здесь почему-то, несмотря на то, что рис вот у них здесь растет, они его почему-то не умеют готовить. Ну, в общем, по рису каша какая-то получается. Липкая и вязкая каша. Ну, вот эта штучка более-менее вкусная. Все, всем приятного аппетита, а мы сейчас с вами поедем в сам центр Хойяна, чтобы смотреть, как там вечером проходит вечерняя жизнь. В Хойян надо сам приезжать ближе к вечеру, когда зажигаются огонечки, мосты, лодочки плавают, там начинается супер классная вечерняя атмосфера, поэтому мы едем туда поближе к закату. Ну, закат еще далеко, погуляем днем, но главная фишка там будет именно на закате.
Итак, друзья, ну наконец мы с вами добрались до самого центра Хойяна. Сейчас будем гулять, смотреть. Здесь основная фишка вечерний Хойян, когда он подсвечивается. А то мы сегодня целый день с вами были в Подхоянии. Вот, здесь шумно, здесь тесно, и здесь, честно говоря, очень похоже на Бали. Пробки, что-то все друг на друге, все сигналят узенько, и все на байках. Какая-то такая балишная атмосфера. Но мы с вами сворачиваем уже на туристическую улицу. Здесь уже ездить никто не должен, по-моему, кроме велосипедов. Вот опять же на велосипедах можно кататься. По рисовым террасам, там вот это, по рисовым полям едешь. Ну и мы сейчас с вами выходим на главную достопримечательность, наверное, Хойяна. Это японский мост. Он как раз впереди там находится. Главная достопримечательность. Ну а здесь типа такого пешего какого-то Арбата, где продаются всякие шмотки, что там, и сувениры, и одежда какая-то. Так, ну что, вот мы с вами выходим, наверное, на такую, на основную улицу Арбата. Смотрите, как все красиво. Вечером это все будет подсвечиваться. Супер-мега туристический район, конечно. Хойян туристический, какой-то необычный, магический. Особенно он становится магическим к вечеру. Все вот это будет блестеть, сверкать, зажигаться фонарики и так далее. Вот, всякие платья, я смотрю, какие-то появляются. И, насколько я помню, в Хойяне были раньше развиты портные, и они здесь, собственно, шьют всякие платья, там свадебные платья, еще что-то. То есть это тоже здесь можно будет встретить на улице. Вон традиционные всякие шапочки вьетнамские. Город Хойян – это уникальный уголок Вьетнама, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хойян расположен в 30 километрах южнее Дананга, на берегу реки Тхубон, и когда-то был крупнейшим торговым портом Юго-Восточной Азии. С 15 века сюда стекались купцы из Китая, Японии и Европы, оставив после себя удивительный сплав архитектурных стилей, от китайских храмов до японского крытого моста, ставшего символом города. В Хойяне имеется свыше 1000 официально признанных зданий исторического значения. Да, город был построен и основан там в 16 веке, и многие вот эти постройки сохранились еще с тех времен. Специально стиль такой держится, они деревянные, необычные. В общем, гулять здесь, ну, прикольно. Опять же, вон какие-то деревянные балконы. Ну, разумеется, это не все там сохранилось с 16 века. Что-то там реконструировали, что-то переделывали, достраивали. Но, в общем, стиль города пытается повторить то, что было в 16 веке. Итак, друзья, ну что, а мы с вами выходим на главную достопримечательность Хойяна. Мы с вами выходим к японскому мосту. И вот здесь, кстати, теперь уже понятно, почему Хойян называется вьетнамской Венецией. Смотрите, лодочки, вечером эти все лодочки будут плыть, они включают фонарики, видите, у них вот эти фонарики, они включатся, будет очень красиво. Вот все будут, здесь будет просто битком все забито, вот увидите, что будет и вечером. Но, а главное, это вот этот японский мост, который впереди. Я не знаю, ну, ничего такого выдающегося в нем особо визуально нет, но это главная достопримечательность именно Хойяна. Видите, все с ней фотографируются. Сюда отходим. Так, ну все хотят сфотографироваться. И вот этот маленький мостик, это японский мост, построенный японцами в 16 веке. Вот он сохранился до сих пор. Здесь жили и японцы в 16 веке, и китайцы жили, кстати, и вьетнамцы. Ну вот, и здесь вот целая такая делегация, все фотографируют главную достопримечательность Хойяна. Да, а кстати, на 20 тысячах донгах изображен как раз этот мост. Смотрите, вот здесь вуаля и вуаля. Опа! Так что магия. Можно состыковать мост на купюре с реальным мостом. Так что место реально знаковое. На 20 тысячах донгах красуется этот мост. Да, ну а речка воняет, будь здоров, хочу вам сказать. Вонище здесь стоит нереальное. То есть на фоне такой красоты вот здесь просто помойка полная. Просто вонь невероятная.
Японский крытый мост – это символ Хайяна. Он построен в 16 веке японскими купцами. Внутри моста находится святилище, посвященное божеству-хранителю, которое, по легенде, защищает город от бедствий. Ну а также этот мост изображен на купюре в 20 тысяч донгов, что придает еще больший интерес к этому мосту. Так, ну а внутри мост, собственно, выглядит таким образом. Проходим, он деревянный. Красота. Ну, слушайте, ну, пипец, конечно, достопримечательность. Просто деревянный мост. Все. Вот это главная достопримечательность. Я сказал бы, чтобы это не главное, наверное, все-таки. Просто написано, что это самое главное. Но мне кажется, это второстепенное. Так, бонусом зайти на мост можно, конечно. Да, друзья, ну а мы с вами ждем, когда стемнеет, ждем вечера, когда зажгутся фонари, поплывут лодочки, будет красиво, будет необычная панорама. Вот, а сейчас так еще можно прогуляться немножечко, посмотрим, ну просто улицы и улицы. Ух ты, ебать, Джесси, какая хрень, у меня чуть не врезалась. Блин, птица какая, я аж испугался. Прикиньте, чуть в камеру не влетела. А как она летает? Ну-ка, она заводная какая-то. Ну-ка, сейчас проверим, как она летает. Так, ну-ка, ее заводят. Так, ну-ка, давай. На резиночке. И смотрите, опа, опа, опа. Вон как она. Ага. Резиновая, короче, какая-то. Да это неинтересно. Во, good. Good. Давай, шиш. Слушай, несколько кругов делает. Вот это конструкция. Бах! Там, мне кажется, даже более интересный, чем японский мост. Вот этот мост, потому что на него выходишь, по нему плавают как раз лодочки, гондольеры там гребут. Красота. Сейчас уже потихонечку будет скоро надвигаться, видите, закат. И начнется самое то, ради чего все и приезжают. Вечерний Хойян. Его надо смотреть именно вечером. Вот эти все лодочки, там, которые пришвартованы, стартанут, и будет очень красиво. Ну, можно присесть в таких кафешечках. Цены здесь, конечно, выше, чем в самом Дананге. Например, фобо здесь стоит вообще 145 тысяч, 135 куриный фобо. Пицца 245, 245, ну по $10, грубо говоря. Так, что-то здесь всякие спрингроллы, 115, там и так далее. Ну, чуть-чуть подороже, но зато вы сидите в супер романтичном месте. Супер, окей? Вон здесь вдоль улицы появляются всякие вот такие штуки. Смотрите, сейчас раскладывают, судя по всему, опять же, к вечеру все готовятся вечером. Короче, спрингроллы вот эти 50 тысяч донгов. Здесь всякие шашлычки, шпажки. Что здесь у нас? Кукуруза жареная. Мини-пиццы вот такие. Друзья, ну а вы пишите, похоже ли это на формат Венеция. Вьетнамская Венеция дотягивает для итальянской Венеции или как? Ну, на самом деле, смотрите, через речку там красивые какие-то европейского какого-то формата, старенькие, португальские, что ли, домики, что-то вот такое оттуда, даже не итальянские, я бы сказал. Вот, ну, что-то необычное для Вьетнама, для Азии, очень необычный колорит. Да, ну, а стоимость покатушки на лодочке 170 тысяч, 20 минут за лодку. Да хоть ты один, хоть ты там втроем вот будешь кататься. Вон они, да. Показываю так. Yellow ticket. Типа на большую лодку. Большая лодка 220 стоит. Ага, все, спасибо. Окей. Спасибо. О, по-русски шпаришь. Спасибо. До свидания. Да, но есть, кстати, кафешки с вполне адекватными ценами. Он подальше чуть-чуть отойти. И фобошка начинается 70 тысяч стоит. И бансео 75 тысяч. Ну, все блюда вон 75, 80, 85. Адекватный ценник, кстати. Подальше, короче, уходите от центральных частей. И вполне можно нормально. А то просто говорили, что здесь в 2 раза дороже, чем в Дананге. Ну, не, нормально.
Ну а вечером Хайан преображается. Тысячи огней зажигаются на улицах и проплывающих лодочках, отражаясь в реке и превращая ее во вьетнамскую Венецию. А такое количество фонарей в Хайяне неспроста. Раньше здесь ремесленники изготавливали шелковые фонари, а также было развито ткачество и гончарное дело. После внесения Хайяна в список ЮНЕСКО в 1999 году туризм многократно вырос. Сейчас туризм для местных жителей – это основное направление для заработка. Ну что, друзья, а у нас настал вечер, и атмосфера сильно преобразилась. Это то, ради чего, в принципе, и приезжают в Хойян, чтобы полюбоваться вечерним, ночным даже, я бы сказал, когда загораются фонарики, и на витринах фонарики, и на крышах на всякие фонарики, и сверху фонарики. Короче, все подсвечивается. Сейчас мы с вами еще выйдем на набережную. На набережной там будут еще и лодочки подсвечиваться, кататься. Короче, супер-мега необычная атмосфера. Так, здесь прям какой-то аншлаг, супер-мега модное заведение. Меню листается пальцем. Смотрите, супер современные спрингроллы 95. Ну, слушайте, и цены даже более-менее, ну, нормальные, как везде. Ну, сюда прям аншлаг, смотрите. Так, ну что, а вот оно и начинается главное действие. Выходим с вами на набережную, и давайте покажу, как выглядят покатушки на лодочках, как сейчас все подсвечивается. Собственно, проехаться на лодке 170 тысяч донгов стоит. И мост подсвечивается, и лодочки проплывают люди. Ого, здесь лягушатник, просто лягушатник. Вы посмотрите, сколько здесь лодок. Просто все кишит лодками. Офигеть. Слышите, вот это атмосфера. Здесь пробка из лодок. И все это подсвечивается с этими светильничками. Ну, такая мега необычная атмосфера. Мега необычная пробка на трешке, я бы сказал. Офигеть. Так, ну и еще здесь принято выпускать вот такие фигурки со свечками. У меня тоже уже есть, я себе такую прикупил. Вот, загадываешь желание и отпускаешь, и оно плывет он по речке среди всего этого. Конечно, захламляет, мне кажется, пипец. Сейчас лодка загорится, смотрите, он прям под лодкой. Интересно, лодки так не загораются, потому что эти горящие куличики. Вот здесь бабуля, собственно, их зажигает. Загадываем желание и отпускаем. У меня уже такие штучки заготовлены. Так, мы все несем и отпускаем тоже вот такую штуку с загаданным желанием. Пускай плывет. Так, ну и еще раз вам вот это на всю пробку на трешке, на МКАДе, я не знаю, как это называть, просто. Они там друг друга бьются, толкаются. В общем, необычная атмосфера. Все, я пойду вон там с мостика, отпущу этот огонь, я не знаю, как называть, куличик, я не знаю, что это такое. Короче, сейчас пускай плавает. Веночек, что это? Ну-ка, опа! О, плыви! Все, давай, желание загадали, чтобы сбылось. Да, ну а самая, наверное, козырная точка, где стоять, смотреть на них, это прям на мосту. Стоишь, они под тобой проплывают. Смотрите, прям аж 4 в ряд. Сейчас не врежутся ли они? Так, ну, они врезаются, толкаются. Вон, на мосту, конечно, людей прилично. Ну и атмосфера такая необычная. Так что, не, однозначно приезжать ближе к вечеру, на закате. Днем здесь делать, ну, особо нечего. То есть ты прогулялся днем, но атмосфера именно вечером, фишка Хойяна, это именно вечерняя атмосфера.
Так, здесь вдоль набережной тоже, смотрите, сколько фонариков, рестораны все подсвечиваются. Ну, что хочу сказать, классная атмосфера, на один раз, как бы, один вечерок съездить. Окей, как бы, кто-то сюда приезжает вообще жить, потому что и рисовые террасы, и чем-то напоминает Бали кому-то, кто-то вот здесь просто тусит неделю целую, 2 недели, там, на месяц кто-то приезжает. Вот, ну, как бы для меня эта история на один раз. Посмотрел, классно, клево. Все, двигаемся дальше. Вот, но опять же, в Нячанге такого нет, там в других регионах такого нет. Это именно фишка Дананга и Хойяня, да, то есть, ну, из Дананга доехать до сюда там полчаса, грубо говоря. Итак, друзья, ну а я присел в такую кафешечку, супер простая. Она буквально в 5 метрах находится от крутых кафешек. И здесь, смотрю, фига себе, людей много. И ценник при этом адекватный. Вот, и сейчас будем пробовать здесь фирменное блюдо как раз Хойяна. Здесь обязательно сказали, нужно пробовать вот это цао лао. Вот так вот называется лапша. 40 тысяч стоит. И сейчас еще принесут другие дамплинги. Вы уже принесли. О, супер. Окей, thank you. Да, какие-то дамплинги с мясом, там, со свининой. Какие-то в рисовой бумаге в такой, необычные. В общем, ну вот это сказали прям топ. Вот это обязательно нужно пробовать в Хойяне. В общем, это 40 тысяч, это 60 тысяч, а этот напиток, кстати, вкусный, 15 тысяч стоит. Вот, так что все, сейчас будем пробовать, что это за такое блюдо крутое. Так, ну внутри похоже на спагетти лапша какая-то, хотя она рисовая. Так, ну-ка наматываем ее, берем кусок мяса и, ну-ка, погнали. Слушайте, ну скажу так, что на мой вкус не очень. Потому что сладостью какой-то отдает, сладковатая. Не. Короче, шляпа. Но попробовать, наверное, стоит. Опять же, это фишка именно этого региона. Только здесь такое можно попробовать. Может быть, перемешать с зеленушкой, там со всеми делами это надо. Но мне уже соус не нравится. Он сладкий какой-то. Я не люблю эти сладковатые привкусы. Ананасы там, когда в салат кладут. Может быть, кому-то вот это зайдет, мне не очень. Так, сейчас я беру, накалываю уже побольше всякой зеленушки. Я перемешал это все, вот это хрустящие какие-то штучки. Наколем тоже и с кусочком мяса. Ну-ка, сейчас, может быть, это зайдет лучше. Но все равно сладковато. Я бы выбрал фобо. Все равно фобо однозначно лучше. Но когда перемешаешь, короче, вкуснее гораздо. Ну давайте теперь дамплинги заценим. Что это за дамплинги такие? Тоже фирменные этого региона. Ну-ка. Ну, слушайте, непонятно, почему вот такая маленькая порция мяса стоит почти в 2 раза дороже, чем вот целый чан еды вот такой. Мне кажется, вот это, конечно, гораздо сытнее. Не, ну в целом неплохо, но не вау. Ну вот эти, да, я дамплинги люблю. Чем-то похоже на из 7-Eleven. Вот дамплинги из 7-Eleven что-то на этом подобии. Только в рисовом тесте в таком. Тонкой рисовой бумажке вот такой завернуто. Ты это вот так вот ешь. Не, ну в целом ничего. Но не вау. Короче, от хойянской еды я не в восторге. Фобошечка традиционная, спрингроллы, бансео, это все. Но будете здесь, задегустируйте. Еще раз, Чао Лау называется, а другое White Rose. Короче, все, всем приятного аппетита. Так, ну а здесь, смотрите, какая организованная фонарная зона, инстаграмная, специально фотографироваться, но здесь зона платная. Ты подходишь, фотографируешься, они просят денег за фотографию. Но, слушайте, ну, организовано круто. Вон там девчонки здесь уже фотографируются, вон сколько. Так.
Ну, короче, вот наделать себе фотографии с фонариками в Хойяне вы столько наделать, сколько в жизни своей, наверное, не делали. Столько всего здесь. Ну и плюс, опять же, здесь еда какая-то уличная, сувениры можно прикупить. И плюс там еда и морепродукты. Там дальше еще и рынок, и фрукты, и креветки, и лобстеры, и бансео, и банамишки здесь, короче, готовят. Он все с пылу с жару, панкейки всякие. Банана панкейк. Арой макмак. Арой макмак. Очень вкусно. Вон всякие бансео с креветками. Опять же, видите, креветки не чистят. Везде, почему-то в Вьетнаме практически нигде не чистят креветки. Вон потейто здесь тоже. О, огонь. Ну и плюс здесь еще мужик, он жарит и креветки, и лобстеры. И там дальше морепродукты свежие нужно купить. Я даже не знаю, кто приезжает, интересно, сюда специально, чтобы прикупить себе свежих морепродуктов. Ну, видите, и осьминожки, и шашлычки, и еще что-то можно прикупить. Он, как говорится, лобстеры с пылу, с жару просто. Смотрите, на костре жарятся. А хамач? Хамач ван? 300. За 300 лобстера. Ну это half? Or half? Половина. Короче, половина лобстера за 300. Ну, сколько? $12 примерно получается лобстер стоит. Супер насыщенные развлечения, и лодочки, и то, и сё, и рисовые террасы, много всего, впечатлений много. Пишите, как вам это. Ну а мы с вами возвращаемся сейчас в Дананг и продолжаем дальше его изучать. Поедем уже куда-то в новые места. Да, а оказывается, у моста есть большой ночной рынок. Рынки по-вьетнамски называются Чо Дэм или Чо Дам, как-то по-разному там называют. В общем, здесь он тоже Чо Дам, и он гораздо круче и интереснее, чем в Нячанге вечерний рынок, потому что там вообще шляпа какая-то была с сувенирами, по сути. А здесь слева зона какая-то с сувенирами, а справа начинается интересная часть со всякой стрит-фуд едой, мороженое вон нарезают. Чем-то напоминает уже формат Таиланда, вон всякие шашлычки. Так, вот оно, жареное мороженое. В Тае точно так же это все делают. Плюс всякие шашлычки, мышлычки. Можно присесть справа на стульчиках, слева на стульчиках. Набор креветок вот 250 тысяч. Лобстеры стоят 200 за маленького. Сейчас мы дальше там пройдем, там будет лучше видно, наглядно. Вон тоже, опять же, шашлычки, осьминожки. Так, вот они, лобстеры, вот этих за 500 отдают одну штуку, а вот которые поменьше, 2 штуки стоят 500, или одну она отдавала вообще даже за 200. Вон тоже, опять же, наборы, вот они здесь тоже лежат, окей, вот эти по 500, вот эти вот по 200 будут. Так, здесь креветочки. Они очень прям навязчивые здесь, прям не дают проходить, прям типа возьми, купи, прям вот это прям пристают, ну, разумеется, на английском. Вот, плюс он всякие роллы, окей, бансео он всякие здесь, тоже такие наборчики, тоже все это жарится здесь. И здесь вон всякие тоже и спринг-роллы, всякие картошечки, и шпажки. Но скажу так, что получается дешевле сходить в ресторан. Здесь ценник прям чисто туристический. Вон тоже что-то жарится, ножки всякие крутятся, вертятся. Ну, для колорита, для испытать вот этот необычный вечерний дух вечерних рынков, оно как бы, ну, заглянуть однозначно стоит. Я-то в Таиланде этим всем пропитался. Вот, но и вы, если приезжаете, я думаю, что на такой рынок стоит заглянуть. Но имейте в виду, что цены не самые дешевые и низкие. Так, вот наборы всяких креветочек, тоже ракушки и так далее, тоже 300. Лобстеров здесь за 250 предлагают. Ну, говорю, торгуются они за 200 вообще.
Так, ну вот наборы таких тарелок тоже, он что с пылу с жару здесь жарится, всякие блинчики, бансео как раз делаются. Вот этот набор там 200, не, вот этот 150, это 200 тысяч стоит. Ну, вон опять же менюшка по 50 бансео просто отдельно 50. Вот, и берешь, садишься, все это на стульчике, на пластиковом, здесь уплетаешь. Try 30,000 for one. Окей. One meal sausage. Да, ну и, кстати, отличие от нячанга, что здесь по-русски никто не разговаривает. То есть в лучшем случае они здесь хотя бы по-английски говорят. Я спрашиваю, а что по-русски-то не разговариваете? Здесь одни, ну, много русских ходит. Не учат, короче. Вот в нячанге по-русски все шпарят, будь здоров. Ну, хотя бы там цену назовут или там недорого скажут. Здесь вообще по-русски никто ничего не говорит. Да, ну, в общем, такой формат рынка. Пишите в комментариях, как вам такой рынок. Скажу, такого явно не хватает в нячанге, потому что там какая-то шляпа полная. Вот такого рынка еды там нет. Поэтому здесь прям испытываешь эстетическое удовольствие и какие-то флешбеки из Таиланда. Потому что, ну, все вот эти ночные рынки со шпажками, с морепродуктами, оно всегда как-то напоминает мне Таиланд. Вот, так что пишите, как вам такой рынок. Вот, и он находится прямо рядом с мостом, где дракон. Вот, то есть это где-то полчаса пешком прогуляться от пляжа до этого рынка. Так, ну а мы с вами сейчас выходим на набережную, к мосту, где сейчас будет фаер-шоу. Сзади меня дракон огнедышащий, и из него будет пламя прям вырываться. Здесь шоу проходит по выходным, в субботу и воскресенье. Вот, поэтому, если захотите увидеть такое фаер-шоу, приходите именно на выходных. Народ уже сидит здесь, ждут в ожидании представления, в ожидании шоу. Вон там голова, и из головы дракона сейчас будут вырываться пламя и вода. Да, но чтобы вы понимали, сколько здесь людей, здесь прям вся набережная усеяна людьми, здесь все сидят, вся набережная вдоль. Ну, сейчас будет интересное представление и шоу. Да, друзья, ну все шоу продлилось 10 минут буквально, при этом пламя вырывалось, я не знаю, там 4 раза пауза, 4 раза пауза, и потом вода пошла. Короче, очень быстро, поэтому имейте в виду, что всего лишь 10 минут шоу длится. Вот, ну виды здесь, кстати, классные, красивые, все подсвечивается, лодочки плавают, можно вот вечером и на лодочке прокатиться, и полюбоваться, собственно, вот таким зрелищем. Таким шоу. Кстати, машины останавливались. Я только сейчас понял, что перекрывали движение на 10 минут. То есть никто не ехал. Я представляю, какие еще пробки здесь будут. Ну вот какой вечерний Дананг подсвечивается. Здесь речка. Народ, он выходит весь, фотографируется. Опять же, какие-то речные прогулки на катерочках можно себе взять. Не, прикольно. Кстати, рекомендую однозначно прогуляться до моста. Идти всего полчаса пешком от пляжа. Да, еще можно подняться здесь рядом с мостом на корабль, целый корабль, который состоит из кучи разных ресторанов. Вот, и сейчас поднялся на самую верх, на самую верхнюю палубу. И как это здесь все выглядит. Ну-ка, hello. О, там еще выше есть уровень. Ну, короче, красота. Короче, ну это супер лухари какой-то ресторан на крыше корабля, чтобы вы понимали, реально корабль. То есть не бутафорский какой-то, видимо, специально переделали его, ну, уже какой-нибудь старый, вот, и переделали под зону с кафешками и ресторанами.
Так, друзья, ну и под конец я должен вам показать быстренько еще одно популярное блюдо, которое называется бун-ча. Я его не ел с приезда во Вьетнам, и под завершение сезона решил наконец его отведать. А даже отведать я его решил не потому, что прям шел целенаправленно, а потому что, прикиньте, здесь вот в этой кафешке у нее рейтинг 4,8, по-моему. Они закрываются уже 8:30 вечера. 8:30 вечера кухня не работает. Это нельзя заказать, это нельзя заказать. У нас только бунча осталось, короче. Представляете? То есть это вот говорит о том, как кафешки работают. 8:30, это даже не 10, там, не 9 еще даже. 8:30 кухня уже закрыта. Кафешка закроется в 9. Ну, я в шоке. Ну, а что сказать про бунчу? Стоит она здесь 50 тысяч донгов, то есть $2. Вот это такой набор. Я сюда уже накидал лапши. Отдельно подается лапша, отдельно подается зеленушка, отдельно подаются приправы. А здесь был бульон, собственно, со свининой. Здесь сама свинина и плюс такие котлетки из свинины. Вот они здесь вот так вот это выглядит все. Ну давайте с вами возьмем, я продегустирую, кусочки свинины берем с лапшой вместе, это все вот так вот перемешивается. Здесь бульон такой жирный, конечно, жирнее, чем фобо. Фобо более полезный, мне кажется, суп, чем вот это. Но тоже вкусно, но не так все-таки. Все-таки номер один, наверное, во Вьетнаме вообще в плане еды. Подвожу резюме. Наверное, фобо — это лучшее блюдо Вьетнама. Следующее, наверное, идет бансео. Всякие немы, роллы и прочее можно отнести тоже к хорошим вкусным блюдам. Все остальное, ну, как повезет. Я не знаю. Короче, с фобо меня фу-фу-фу практически везде везло. Только в одном месте был водянистый какой-то фобо. Вот. Но вот эту бунчу, ну, не знаю. В принципе, она какая-то сладковатая, жирноватая, каждый день точно не поешь. А вот фобошечку и на завтрак, и на обед, и на ужин можно спокойно уплетать. Так что фобо One Love. Во Вьетнам приезжаете, однозначно фобо заказывайте. Ну и пишите в комментариях, какие у вас все-таки любимые блюда во Вьетнаме. Вдруг я что-то не попробовал. Но мне кажется, ну, список того, что я попробовал, очень большой. И мой рейтинг такой. Номер 1 – фобошечка. Вот. Ну что ж, всем приятного аппетита, а я буду уплетать эту бунчу. Она уже немножечко подостыла, мне кажется. Всем приятного аппетита. Да, друзья, ну и не забывайте поддерживать выпуск пальчиками вверх, не забывайте писать комментарии и не забывайте отправлять донаты по ссылочке вот здесь, по ссылочке в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает, спасибо всем, кто поддерживает на стримах. Вот, не забывайте заходить по субботам на стримы. Каждый вечер в субботу у нас с вами прямые трансляции, я делюсь впечатлениями от отдыха в различных странах. Ну и еще раз большое спасибо всем, кто поддержал этот выпуск. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем чао, всем пока. Блог путешественника.